Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, Польза.нет Stream и Польза.нет Live чуть-чуть другое. И сегодня я с вами буду проверять на прочность вот этот вот смартфон. Это Realme GT 5. Напоминаю, что подобное у нас уже с вами было. Раньше я на основном канале такое делал, но сейчас... Почему повторяю? Потому что появилась возможность, то есть появились гаджеты для того, чтобы иметь возможность их гонять. Не забываем прожать лайк, не забываем подписаться все, кто не местный. Если есть какие-то претензии по стриму, по тому, как подается информация, либо замечания по гаджету, разумеется, пишем. Комменты приветствуются, все довольно просто, надеюсь, что звук не подкачал, картинка будет меняться, то есть сейчас вы будете вот отсюда смотреть в перспективе на то, что смартфон вам показывает, и, к сожалению или к счастью для вас, мы погоняем его в играх, но не на максимальной яркости, потому что смотрите особенность в чем. Если я включаю яркость на максимум для того, чтобы иметь возможность играть, камера в основном не выдерживает. То есть она благополучным образом у вас идет с засветами. Может быть, мы это дело победим, но пока не знаю как. Сенсор чувствительный, звук чуть погромче. Попробую звук погромче, 5 секунд. Нет, громкость максимальная для звука. И... просто нужно сделать громче. Не забываем написать в комментах, как вам такой формат, почему. Потому что, разумеется, на основном канале я буду также рассказывать про эти девайсы. Сейчас я перейду на другую картинку. Основной канал Польза.нет, нас там 425 уже тысяч подписчиков. Есть телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Будем смотреть, как все это дело у нас будет обкатываться, и если все будет хорошо, то мы с вами будем, разумеется, это дело повторять. Вот, повторять мы будем это дело без особых проблем. Это обновить, отключить, все. Если говорить про, смотрите, смартфон, я вот сейчас измерю яркость один раз. Что это с донатами? Я все-таки удалю донаты. Нет, наверное, я вот так сделаю. Все. Подсмотрите, не максимальная яркость у смартфона Realme GT 5 Pro. И вы, конечно, очумеете, как и я. То есть у нас 819 люксов, это не максимум. Это вот просто 970 люксов. И мы включаем повышенную яркость. Даже без режима ультра яркости он выдает 1600 люксов. Это нереально круто. И насколько вам это дело будет подходить, как долго он будет жить, это мы проверим уже отдельно на стриме на Твиче. Почему? Потому что если я сейчас выставлю такую яркость, вы в экране ничего видеть не будете. И мне кажется, вряд ли какая-то камера сможет это дело осилить. Можно, конечно, извратиться, но по большому счету, что у нас там с люксами? Ну, 80 это совсем печально. Но видите, да, на 80. Но опять же, вот так комфортно играть. Почему-то совсем мало. Опять же, вот здесь обычно значения идут в 600. Ладно, все это лирика. Мы можем просто авторегулировку выставить, и уже будет неплохо. Максимальная яркость светлее. 180 люксов, все равно ярко. Все равно ярко для экрана. Ладно, давайте пройдемся все-таки по железке, потому что для этого мы и собрались. Первое, разумеется, я ее полностью обновил. Понеслась особенность. На основном канале будет обзор, но для начала. Первое, я купил этот смартфон на Алишке. И это только 4-й продавец, получается, который сказал мне, окей, он будет разблокирован. Почему? Потому что GT 5 Pro пока на данный момент я не знаю информации, чтобы он был у нас благополучным образом... Я, кстати, даже не вижу своего стрима. Ладно. Вот, я не вижу благополучным образом, чтобы он был где-то в глобалках, в планах. То есть смысл в том, что это китайская версия. Если вы его купите не заблокированным, точнее не разблокированным, он у вас блокнется, потому что его использовать за пределами Китая нельзя. Если говорить про покупку, все равно, даже если у вас будет код разблокировки, если они не другим каким-то способом будут его разблокировать, то у вас будет огромная проблема. В чем? В том, что если у вас придет блок,
то не факт, что у вас тот же код разблокировки сработает. Это раз. Два, в принципе, лучше покупать через продавца на какой-то проверенной платформе. Я не пиарю, али где хотите, выбирайте. Потому что если вам снова придет блок, нужно будет к этому продавцу по-любому обращаться. Мне разблокировать ли этот смартфон продавец с Алишки не через код? Ну, может быть, как-то по-другому. То есть, раньше я знаю, как они делали. Они неделю катали с симкой китайской сам смартфон, то есть вставляли симку, что-то там еще химичили, и в итоге они не блокировались. Дать гарантию, что он 100% не будет блокироваться, никто вам не даст. Так, нет, мыло, а не буквы, это по той причине, что у вас, к сожалению, у нас яркость слишком высокая. Вот сейчас вы видите, давайте так. Меня видно нормально, буквы нормально, правильно? Что мы берем по устройству? Повторяюсь, что не факт, что будет глобалка. Разумеется, здесь есть все Google сервисы, разумеется, здесь есть все языки, и по идее с этим проблем быть не должно. Но по факту проблема быть может. Почему? Потому что неизвестно, что в итоге на руки вы получите. И когда я вам скажу, что окей, я в телеге, когда в телеграм-канале скидок скидывал этот смартфон, он стоил 48 тысяч, я его так и покупал, но в итоге я его купил, по-моему, за 56. Сейчас он вообще 62 стоит. В глобалке его не будет, ну, не будем 100% категорично. Вот как будет, так и будет. По поводу бендов и всего остального. Смотрите, здесь какая история. Вы можете танцевать от бендов, но разумнее вам что делать? Правильно, танцевать от все-таки блокировки. Если говорить про бенды, 5 секунд, у меня почему-то ссылка не та. У нас есть 7-й бенд и отсутствует 20-й. Может быть, у кого-то другая информация будет, но я вижу, что есть 7-й бенд, а 20-го бенда, к сожалению, нет. И это гипотетически проблема для, получается, у нас для мегафона, и то не всех регионов, и то, когда у тебя поездка между городами. В общем, проще говоря, нужно уточнять у своего оператора, какие у него бенды, и потом уже танцевать от этого. Но мы помним, что не только в бендах проблема, а еще в агрегации частот. В китайских смартфонах другая агрегация частот. И легко достаточно у вас может ловить лучше по факту, чем вы ожидаете, а может ловить и хуже. И дать гарантию, что у вас будет смарт ловить волшебно, никто не даст. Наверное, поэтому довольно такая специфическая тема с этими смартфонами. Почему? Потому что, повторяюсь, что вот сейчас я вставил, да, где его брать. В описалке, если обновите, то увидите. Так вот, к чему это все? К тому, что 7-й бенд есть, это круто. Есть еще, по-моему, 3-й бенд, сейчас 5 секунд. По-моему, 3-й бенд тоже есть. Если есть 3-й бенд, то все волшебно. Кстати, напоминаю, что на Алишке сейчас идет у анкеров сейл. 24-го будет у Redmi сейл. И да, 56 тысяч сейчас стоит этот смартфон. Если со всеми купонами 55. По сравнению с 48, конечно, разница не космос, но она есть. И не в сторону, хотя вроде курс укрепился, но потому что был старт продаж. Да, Band 3 есть, 20 есть. 20 отсутствует, 7 и 3 есть. Это основа, то есть это база. Если есть эти бенды, то с 4G чаще всего будет все в порядке. Oppo Find X7 Ultra, разумеется, будет на обзоре. Давайте потихонечку дальше. По поводу Snapdragon 8 Gen 3. Разумеется, здесь последний процессор. Разумеется, у меня минимальное количество оперативы. Можно расширить. Кто-то говорит, что это дело уже работает позитивно. Я считаю, что все равно все эти расширения... Это оперативная память у вас работает со скоростью больше, чем внутренняя память. Поэтому рассуждать по поводу того, что вот круто, что у вас добавили оперативки виртуальные, это все лирика. По Шиму давайте вместо того, чтобы... По-любому будет полный обзор, но для этого я и придумал эту прожарку когда-то. И сейчас имею возможность ее продолжать. Почему? Потому что появилось желание и техническая возможность. Смотрите, 17%. Видит кто-нибудь что-нибудь? Сейчас посмотрю. У меня все это дело с задержкой. Не забываем прожать лайк, все, кто пришел. И
Все, кто смотрит записи, тоже не забываем прожать лайк. У меня какая-то лютая задержка, в общем. То есть, проще говоря, может быть, DC-диминг и есть. Но даже если он есть... 15%. Есть рассинхрон между звуком и диалогом, кстати. 9%. И в нуле 7. Может быть, DC-диминг еще в инструментах разработчика, кстати. На повышенной яркости сейчас посмотрим еще какой шим. О, 13. Ну, в общем, на 100% получается у нас. 14 на 50. 14 на нуле. 13. Нет рассинхрона. Но я почему-то не вижу, как я благополучным образом проверяю шим. То есть вы сейчас видите, получается, в онлайне. Я понял, почему у вас по-другому все. Я, кстати, не понимаю, почему картинка другая. Или может быть... Стоп. Я понял, я вижу себя не в онлайне, а в записи. Мы пока пробуем только. Ну, в общем, на максималке, вот он. 14. 3, все. Все, теперь будет в огне, теперь вы все видели. Это мы обкатываем. Обкатаем, и все будет норм. 15, давайте еще раз в нуле измерим. DC-диминг вроде бы должен быть в инструментах разработчика, но мы сейчас в них зайдем. Вы поймете зачем. Ну, в первую очередь вы увидите, опять же, версию. Ладно, версию ядра, номер прошивки, то, что все последнее. Давайте поменьше яркость. Следующее, дополнительные настройки. Все, в дополнительных настройках это у нас ускорители игр и возможности разработчика. Понеслась. Автоматическое обновление системы понятно. Здесь я выбрал герцовку. Частота обновления. Ограничение скорости. Режим 5G. Так, по Bluetooth. По Bluetooth. Разумеется, стерео и аудиокодеки. Если кому-то интересно. Но главное, звук есть. Главное, звук есть у чего. Так, и что еще интересного? Сервисы оптимизации. Не забываем прожать лайк. В онлайне 45 человек. И не забудьте подписаться еще на канал. В конце концов, надо 1000 набрать человек, чтобы я подключился. Дальше монетизацию. И это дело рекомендовали. Успокойтесь все насчет денег. Во-первых, я их выводить не буду. А для чего монетизация нужна, рассказываю еще 1000-й раз, что ты берешь и рекомендуешься. Если у тебя нет монетизации, рекомендоваться ты не можешь. Вот. Главное, звук есть у стрима. Отлично. Следующий момент. По паролю и безопасности. Смотрите, здесь добавлен отпечаток ладони. Очень интересная штука, но специфичная. Почему? Когда экран выключен, подключите ладонь к фронтальной камере на расстоянии 3 см на 2 секунды. Затем отодвиньте. То есть раз и два. Видите? Он ничего не разблокировал. То есть вот сейчас мы раз и два. Вот не хочет он. Опять же, потому что недостаток освещения. Вот лицо нормально разблокируется. В общем, специфическая такая тема. Специфическая тема. По поводу умных часов, детские часы, повторяюсь, это был рекламный обзор, там 5 шильдиков, опять же, везде. Но он реальный, но в плане того, что если вам нужно что-то подобное с симкой, это дешман. Это всегда будет дешманом.
У многих отвратительно работает. Понятно. Что мы еще хотим посмотреть вместе? Обои стиля, можно посмотреть все фото-видео. Окей. Кстати, по камере смотрите. Первое, на что хочет обратить внимание, хочется видео. Максимальное разрешение 8К 24 FPS, не 30. То есть у нас 8К 24 FPS. В 4К 60 FPS ультраширик смотрим, при скольки работает. 1080p и 30. То есть ультраширик вообще бесполезный абсолютно. А если говорить про 4К, насчет телевика. Ну да, его можно использовать как, кстати, макро. То есть телевик можно использовать как макро, и это хорошо. У нас же есть телевик, да. Если говорить про еще ночь, понятно. Ночь интересно сколько секунд. Раз. Ну быстро, значит автомат есть. Разумеется, выдержку можно измерять. Но я люблю все в автомате делать. Опять же, в основном я погонял сейчас Q Neo 9 Pro. Почему? Потому что уже 9 гонял. Но здесь сразу эпичный фейл. О, фронталка 4К 30 FPS, не эпичный фейл. Молодцы. А вот почему нет... Заметьте, нет 1080p 60 FPS. Это что за лабутень? Вы понимаете идею? Да, S24 вроде бы сегодня представляют. И со стабом 1080p 30 FPS. Если говорить о замедленной съемке, мы все видим. Высокое разрешение можно, кстати, сфоткать и потом посмотреть спеки. И на телевик тоже можно, кстати. Принять. Что у нас из интересного? Сколько он весит вообще, сведения? 12,4 мегабайта. Фокусное расстояние эквивалент 23 миллиметров. А, кстати, на X3 интересно, это 35 миллиметров будет, да? Давайте посмотрим X3. Чему будет эквивалент? Потому что если 35 миллиметров, то 65 миллиметров. Ха! Полнокадровый формат. Но, опять же, мы же говорим не только о основной камере, что сенсор такой же. Вы должны помнить что? Вы должны помнить, что это дело все всегда оптимизируется под новое железо. То есть у вас процессор новый, и уже что-то он может сделать лучше. Да, ширик вообще никакой. Переходим к Antutu. Давайте я вам покажу быстренько. Пока вот такие данные на новые прошивки. У меня минимальная комплектация на 12 гектар. И вот так. Надо, наверное, еще меньше яркость, чтобы вам видно было. И мультитач пробуем. 9, 10. Ну, сами видели, как долго. Потом в ролике мне будут говорить, да какой там мультитач. Кстати, тач мне не понравился здесь. Вот просто не понравился. И пока он мне не нравится. Не такой ужасный, как в каких-нибудь Infinix, но он тоже не волшебный вообще ни в каком месте. Мое устройство, кому надо, на паузу поставят, но меня интересует не это, меня интересует батарея 5400, видите? PC-Mark я еще пока не гонял, но уже скоро. Напоминаю всем, кто пришел новенький, что я не советую бежать покупать данный смартфон, потому что вполне возможно у вас будет блокировка. Если вы планируете его приобретать, чтобы вы понимали, допустим, я на Алихе некоторые вещи покупаю по 6 лет у одного продавца. Ему пишу, будет он разблокирован или нет. Если он пишет окей, то тогда да. Потому что я смогу потом его, если что, предъявить, и он потом будет любиться, как это все дело разблокировать. И плюс, разумеется, у вас будут потом, если вы будете продавать его, люди перепуганные, в том числе моим обзором, потому что я буду напоминать 1000 раз. Он может быть заблочен. Удалять эфир не буду. Но не забываем прожать лайк и подписаться. Мне надо 1000 подписчиков здесь на канале. И тогда мы эти банкеты будем устраивать чаще. То есть все зависит исключительно от вас. Вот, может быть, репост сделайте в группу мою. Там, где взаимопомощи, может быть, народ добавится. Потому что от 1000 подписчиков есть смысл вести канал. Иначе он никаким образом не ранжируется на Тьюбе. Интенсивность вибрации. Видите, сообщения и уведомления, вызовы будильника, сигнала. И Dolby Atmos, разумеется, есть. Но, смотрите, то есть мы выбираем какие-нибудь профили, а настройки нету. Есть какой-то холо-аудио, но я не вижу здесь кастомного эквалайзера и там пространственное аудио. Сенсорный отклик классный, прям такой дорогой.
Надо еще поюзать, чтобы сказать. Но он не хуже, чем ванпласовские какие-нибудь. Может, чуть-чуть, ладно. Чуть-чуть он хуже. Но классный. Все будет на обзоре и Realme. Я все покупаю. Мне уже там опять написало это Realme. В итоге написали... В итоге поругались, что я уже купил C67. Я 2 года, если что, с ними не сотрудничаю. Но у них поменялся менеджер. В итоге и с новым менеджером я поругался, потому что я уже выгрузил наш C67, потому что я купил этот смартфон. Какая мне разница, когда у них старт? Тем более, как понял, они под старт Realme C67 хотят продавать по 20. Хотя, когда я его покупал по 13. Ну и как бы и в телеге скидок у меня также 13 тысяч была цена. Так, к чему это все? К тому, что смотрим. Не забываем подписываться на телегу скидок. До $700, чтобы советовал на Али. А у меня есть топ-10 смартфонов на канале, поэтому оценивайте сами. Так, Antutu я показал. Я HW хочу вам показать. При том, что в первую очередь, вот сейчас попробую так, чтобы вам было видно, не вот это вот все, потому что это все такое. Ген 3, Storage тест при том показывает не какой-то космос. Вот так, чтобы вы увидели память. Так, экран. Экран, получается, плотность пикселей 450 ppi. Это не супер космос. Напоминаю, что здесь есть беспроводная зарядка. Здесь 100 ваттная зарядка на основной. 100 ваттная зарядка. И, кстати, я, скорее всего, сейчас буду его гонять на Твиче, потому что мне не вижу смысла при такой яркости гонять его сейчас здесь. Ну, или оставить то, что я буду гонять на Твиче, чтобы вы видели идею. Кто-нибудь мою понимает? Я сейчас буду гонять его на Твиче, но вы не увидите, какая у него яркость. Вы увидите просто, что я играю на максималке. Это вас устроит или нет? Я не буду при презу яркости мало. Так если яркость добавлю, то тогда он не будет видеть. Ну-ка. Видите, в чем смысл, проблема? Фокусировка вот так, я думаю, нормальная. Сейчас посмотрим. Вот так. Норм. Качество. Ну-ка. Да, наконец-то есть беспроводная зарядка. Здесь номинально у нас получается... Да что за лабутень-то? Вот. Все, норм. Запомнили такое положение. Мелкий шрифт, тяжело ему. Заряжается он. За 29 минут он зарядился у меня до сотки, за 12 минут до 50%. Зарядка у него 5400 мАч, это прям круто. И по камере, по камере все видно. Всем, кому все, что нужно, по фронталке. Не то чтобы скромно, но ультраширик здесь бесполезный, как бы прямо скажем. Хотя, с другой стороны, а кто пихает не ультраширик, не бесполезный? Я не понял, почему фронталка в 1080p 60 FPS не снимает. Это как бы печально. Если говорить про MHL подключение, разумеется, оно отсутствует. NFC модуль, разумеется, есть. Он работает. Google Pay встает. Давайте тачскрин еще покажу. У меня есть ощущение, что здесь не очень хороший тач. Тачскрин. Тест. Видите, я каждый раз все заново устанавливаю, ничего не копирую. Почему? Потому что так лучше. Ссылка не работает. Просто скопируй и все будет работать. Так, это тач. Ну вот. Я говорю, есть у меня ощущение, мне не нравится его тач. Мне тач его не нравится. 5 секунд. Так вот, ссылка. Скопировать-то можно? Владимир Куйлев, привет. И, в общем, мы сейчас решаем, мне что делать с игрой. Вы игру не увидите, если я буду его нормально тестировать. Вот. Какие вопросы у нас еще остались? Geekbench, я сейчас покажу, что он показывает. Кстати, я не показал насчет Antutu стресс-теста. Там все было очень плохо. Вот. Видите? Но все было очень плохо. Почему? Потому что у нас разрядился аппарат. Ниже 20%, вот обратите внимание, он стал погибать и сбросил частоту. Ну, то есть примерно вот так. Вот, да, как раз вот он, сброс. Видите? И это неудивительно. Так, и
не очень хороший тест вот этот. 164 тысячи баллов, ну так себе. Здесь еще стоит UFS 3.2 и USB Type-C 3.2. Я с этими UFS уже. UFS 4.0, скорее всего, здесь. И 55 тысяч Smile GT5 Pro по ссылке в описании. Обновите стрим и увидите ее. Не забываем прожать лайк всем, кто пришел. Вот, беспровод есть на 50 Вт, реверсивная зарядка есть. Помимо этого, что у нас еще есть? Да, дисплей закруглен, фронталка небольших размеров, нет на фронталке 1080p. Мне не нравятся вот эти вот, видите, скошенность углов здесь, она не одинаковая. И если говорить про, в принципе, смарт, инфракрасник есть, мини-джека нет, защиты от влаги топовой нету. Кожа, конечно же, придет в состоянии непригодности, серый чехол. Я бы не сказал, что топовый, и от смарта пахло клеем, наверное, часов 7. Я про это даже делал ролик, но вот сейчас нет. И мне не нравится, что вот смотрите, здесь кнопки как-то... Есть ощущение визуальное, что они не по центру, хотя они по центру. Хотя Type-C-шник по центру и все остальное тоже. Вот. Если говорить про... Кстати, я же могу стримить на Твиче и здесь вывести Twitch в OBS. Как вам такой вариант развития событий? Поддерживаете? Будем химичить. Камера на нем не лучше, я уже показывал. И правильно сказали, что особой разницы между прошлыми моделями нет. Так, дополнительные настройки, что у нас там? Жесты движения показал, рекомендации показал. Какие еще? Лабораторию Realme, давайте посмотрим. Двойной режим аудио, понятно, капсулы сна, понятно, и измерение пульса. Стандартная тема, бесполезная для многих. Айдар, проблема в оранжевом, что он у всех, это раз. И два, то, что он уже был. И, ну, я не скажу, что это плохо. Я просто говорю, что это 65 ударов. Это учитывая, что я кофе сейчас луплю. Так что, пробуем сюда вывести Twitch или нет? Захват окна и Twitch. Я думаю, я, кстати, могу это сделать. Пробовать? Захват окна. Потому что если мы сейчас с вами Twitch сюда выведем, то по большому счету, ну, все норм будет. То есть мы выводим Twitch и сможем стримить. Вы будете видеть Twitch и будете телефон в маленьком квадратике, правильно? И мы сейчас убьем сразу двух зайцев. Канал. Будем пробовать это дело? Я не слышу. Я не вижу. Попробую, конечно. Ну все, давайте тогда экспериментирую я. И насколько хорошо это все дело получится, мы сейчас увидим. Окей, окно, Twitch. Ну все. Окей, Twitch. Twitch будет вот здесь. Twitch будет здесь. Там, кстати, какими-то кнопками можно еще уменьшать его и увеличивать. Но я его сам, в принципе, могу уменьшать. Правильно? Саму. Потому что так интереснее будет. И для вас, и для меня. То есть и микро не отвалится, и вы еще сможете увидеть, как тач плюс-минус работает. Вот. Правильно? Убьем двух зайцев. 3 сразу. Только единственное, вы, конечно, понаблюдаете, как я это дело потом все раскидываю. Если говорить о смартфоне в целом, игровой он или нет, вот смотрите, для меня не может быть игрового смартфона без прямых граней, хотя у вас может быть абсолютно другой какой-то подход, и вы по-другому будете ощущать это все дело. Сейчас мы с вами стандартно возьмем iQOO Neo 9, на который, кстати, его не гонял еще, кстати. Это мой эпичный файл. О, разрядился. Так, не хочу его. Хочу
вот этот iPhone 13. У меня, кстати, у бывшей супруги сегодня день рождения. Так что, если кто-то думаете, что смотрит, в чем я сомневаюсь, но все равно, поздравьте. Дальше. Привет, Саня, давай, конечно. Так, добрый вечер, Филин, привет. Не забываем подписываться. Нам нужно 1000 человек, чтобы я продолжал этот банкет. Это не так и много, к слову. На Твиче 1400 человек. Подписался и забыл, как говорится. Так, пока рано. Загрузка ресурсов. Я уже прогружал его, поэтому он, по идее, должен, ну не знаю, 23 секунды. Там есть стеклянная версия, если брать. Я брал еще за минимальный ценник, но я не хотел брать оранжевый, потому что оранжевый у всех, я вот честно скажу. Ну и потому что оранжевый, я еще помню, у Huawei, помните, вообще много у кого. То есть это уже не какой-то супер-мега-топ. Это просто вот оранжевый цвет, он круто выглядит. Другое дело, что он ни к чему не подходит, если ты вещи, допустим, носишь какие-то. Так, 13, 19. У меня, кстати, побыстрее загружался, я сейчас скажу, какой смартфон, недавно. Недавно побыстрее. Ну ладно, это тоже быстро. Помните, когда-то мы удивлялись, что за минуту они могут загружать все это дело. Так, пам-пам. Какое-то окошко я буду сейчас делать маленьким. Какое-то большим. И, скорее всего, большим я буду делать Twitch. Правильно, Twitch я уже настроил. Отвалится там микро или нет, я не знаю. Сейчас вам придется понаблюдать, как я здороваюсь со всеми и дублирую информацию. Но я думаю, что для вас эта проблема не будет. Смотрите, единственное, я указываю GT5 Pro, показываю вам советы по трансляции, ла-ла-ла, управление трансляцией. В 1080p я стримить буду. И сейчас буду здороваться, поэтому готовьтесь. Потом мы переключаемся все на Twitch. Вы, кстати, можете открыть уже Twitch, и вы его увидите. Ну и сейчас вы увидите его в принципе. Вот так это и происходит. Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и в первую очередь тесты. Сейчас я одновременно стримлю на YouTube Польза стримы, называется YouTube канал, и параллельно с этим стримлю на Твиче. При том, что на Твиче я стримлю исключительно используя вот этот вот смартфон Realme GT 5 Pro. 1080p 30 FPS стрим, Wi-Fi, разумеется, гигабитный интернет. И сегодня мы будем тестировать Realme GT 5 Pro. Для зрителей YouTube канала я могу еще раз повторить, что Realme GT 5 Pro пока отсутствует в глобалке. Там есть 3-й, 7-й бенды, но 20-го бенда нет. Это у 4G, в принципе, это не проблема. Их могут заблокировать, если вам прислали не разблокированный смартфон. У меня уже у некоторых блогеров эта проблема была. У меня, получается, 4-й продавец только послал этот смарт. Здесь есть беспроводная зарядка на 50 Вт, смарт заряжается за 29 минут. Помимо этого у смартфона, разумеется, есть стерео, защита от влаги минимальная, IP64, то есть она номинальная. Нет мини-джека, есть инфракрасный порт. Помимо этого у нас что еще великолепное? К сожалению, для меня закругленные края, 450, чуть больше PPI, 144 Гц экрана, которые вы мало где увидите, но там LTPO, притом какой-то супер крутой, что там не только 1 Гц, но и полгерца. Это Realme GT 5 Pro. И сейчас я буду его гонять для вас в Твиче одновременно с YouTube. Почему? Потому что если вы будете видеть YouTube канал, то, к сожалению или к счастью для YouTube, вы не увидите при нормальной яркости, собственно, смартфон. Если о нем говорить, низкий самый ценник у него был 48 тысяч за 12 256 телеги скидок, можете проверить, это было в декабре. Но мне этот смарт не отправили. Мне отправили его, получается, за 54 покупал, вот сейчас 55 он по ссылке в описании. Звук поскрипывает, ну, опять же, на то он и смартфон. Вот сейчас я поменял звук. Еще почему я стримлю так, потому что очень часто в последнее время в Твиче смартфоны отрубали микрофоны. И, к сожалению, у меня нет возможности дублировать звук в Твиче с чего-то еще, потому что я стримлю со самого смартфона. Тыльная часть у меня белая. Тыльная часть, помимо того, что она у меня белая, она, разумеется, из кожзама, и вполне возможно ей придет трындец.
Точнее, не вполне возможно, а точно. И будете носить его в чехле, неважно, какой у вас будет оранжевый, желтый или белый. Если вы будете штатный чехол использовать, с оранжевым идет такой же, серый. Работает его родная фронталка, она может снимать, к слову, даже в 4К 30 FPS, но почему-то в 1080p 60 FPS снимать не способна. Основной модуль способен снимать 8К 24 FPS максимум, не 30 FPS. Ультраширик позорный на 1080p 30 FPS, чисто для вида. Если говорить про яркость, она просто космическая, и даже просто в повышенной яркости, это в менюхе выставляется, вы получите 1600 люксов. Если брать максимальную яркость, то это 900 с лишним люксов, и это нереальный космос. Сани и тут и там показывают чудеса. Нет, я просто и для YouTube, в принципе, повторяю ту же самую информацию. Будет проблема с блокировками только если вы покупаете не у продавца, которого вы написали, что друг, ты мне разблокируешь, ты гарантируешь мне, что он у меня не будет заблокирован. И в этом случае да. Если вы покупаете у перекупов, которые говорят, зуб даю, все будет, ну вы знаете у кого, которые красят ролики, т.д. и т.п., то не факт, что 100% будет все хорошо. Поэтому нормальные обзорчики, и вы можете посмотреть несколько обзоров на GT5 Pro, 50 тысяч раз вам напоминают, что Smart может быть заблокирован, так же как OnePlus. Кстати, не забываем прожать лайк на YouTube и подписаться на канал, потому что у меня OnePlus Ace 3 тоже на руках. Но я вам пока показываю только Neo 9 Pro. На Neo 9 уже обзор был на канале. К чему это все? К тому, что сейчас вы сможете благополучным образом увидеть, как этот смартфон ведет себя в играх. В первую очередь мы погоняем в PUBG, как у него будет отрабатывать тач, где я буду ругаться, что у него будет с яркостью, как быстро он сбросит эту яркость, а он ее точно сбросит. И смотреть лучше на YouTube, если вы смотрите в онлайне, потому что на YouTube в Polza.net Stream, во-первых, больше информации, если вы смотрите это в записи. И второй момент, больше реальных тестов и лучше микрофоны. Там шуровские микрофоны, а не микрофоны самого смартфона. Отвалится или микро самого смартфона вы услышите. Если отвалится, вы, если смотрите на лайве, сможете всегда это все дело продублировать на YouTube-канале. Польза стрима. Вот такая вот химия. Сложно, но можно. Смотрите, вот игровой тест. Что я дальше делаю? Дальше я делаю странную штуку. Я вот так вот расширяю все это дело. Так, почему-то он у меня не хочет. Вот так. Расширяю. И вот это дело я наоборот увеличиваю. А это дело я наоборот уменьшаю. Почему я уменьшаю? Ну, я думаю, что вы догадываетесь, что смысла увеличивать нет. В Твиче, в играх. Давайте-ка... Позади он будет, позади всего. Напоминаю, что у меня есть Donation Alerts, понятия не имею, где там ссылка. Я ее не добавил. Но когда-нибудь мы проверим с вами, будет она работать или нет. Игровой процесс включен, и чтобы не мешать игровому процессу, собственно, я делаю маленькие окошечки с вот так, с стримом. И лицо мое тоже, в принципе, вам не особо нужно. Маленькое окошко с лицом. Так, все. Это самое важное, если говорить про стримы. Мы для чего здесь собрались? Правильно, чтобы я сейчас измерил яркость, и мы увидели, как быстро эта яркость ушла в никуда. Что с YouTube? Подождите, сейчас я вам всем все отвечу. Запоминаем 930, давайте 970 где-то, 960. 970 яркость, она точно сбросится, вопрос насколько. И заходим в PUBG New State и потихонечку играем, правильно? Будем надеяться, что лагать он сильно не будет. И все. Ну, мы прям в огне, друзья. Мы стримим в двух местах одновременно, притом вот в Твиче у меня просто какой-то ажиотаж. 16 в онлайне, GT5 Pro, ну ладно. Вот так оно и бывает. Так, режим кинотеатра. Вот, режим кинотеатра это норм. Смотрите-ка, я потихонечку начинаю справляться. Единственное, мне кажется, что все равно я как-то неправильно настроил стрим, потому что комп у меня мощный, гигабитный интернет, и есть у меня ощущение, что можно было
что-то серьезнее выгрузить. Ну ладно, главное у нас сейчас микрофоны не проблема, правда? Выставляю настройки графона. Вот смотрите. Графика 90 FPS, ультра, высокие. Включена по умолчанию. Сохранить. Так, ну все, максималочка. И по ощущениям он уже прогрелся. Нельзя ему на Твиче стримить. 36. Либо у меня просто руки устали держать. Ну, тяжелый смартфон. Вот она в чем магия. 38,5 лицо. 38,5 лицо и 38,9. То есть это уже так прилично. Он уже прилично нагрелся. На Samsung не будет. Samsung будет стрим, когда я его куплю. То есть давайте еще раз напоминаю, что я провожу иногда стримы. Опять же, Поко попросил меня сделать стрим, но единственного из обзорщиков не дал, не шутя, смарт. Ну а его право, никаких претензий. Я просто постоянно напоминаю, что при том, что как бы они тут тоже ни при чем. Они дали русским пиарщикам, а русские пиарщики сказали такие, ну, конечно, мы ему пошлем. Ну, а сами послали тем, кто делает им продажу. Что естественно. Я их не виню. У всех своя работа. Но Поко их вроде бы поругали. И может быть оно и хорошо, что у меня на Поко будут смартфоны после всех обзора. Потому что придет обнова, будет уже какая-то интересная информация, правильно, по ним. И сейчас я отключу интересное сообщение. Я в чате отвечаю, если что, на YouTube. Так что приходите на YouTube. Ссылка у проверенного продавца, у кого приобретали аппараты, чтобы не кинул в случае блока. Не. Смотрите, я вот формулировка у меня будет такая. Я добавлю свою ссылку, где я покупал, но с продавцом вы договариваетесь сами. Еще раз повторяю, я, оценивая риски, не советую покупать аппараты, которые могут быть гипотетически заблокированы. Я могу только посоветовать их минимализировать. Потому что, опять же, ссылаться на себя же, ну, это такой сложный момент, объясняю почему. Потому что я его продам, этот смартфон, после обзора. И задумываться даже не буду. И у меня, соответственно, это не проблема. А вот для вас это может быть большой проблемой в перспективе, правильно? Так, кстати, что у нас... Почему? Вот я сейчас подписался на свой канал, а почему-то стрима там не вижу. Прикиньте. Пишет, что он в эфире. Нет, показывает уже стрим. Все, норм. Samsung будет стримы. Опять же, я напоминаю, что как только я все покупаю, я тогда делаю стрим. То есть у меня не бывает... Не то, что не бывает. У меня бывают моменты, когда у меня появляются смарты до. Когда это было? Сейчас я скажу. Помните Xiaomi 13, 13T? Вот Xiaomi норм, потому что они китайцы не написали. И у нормальных брендов и у нормальных маркетинговых агентств миссия, чтобы о железке узнали. Им вообще плевать, плохо ты будешь о ней говорить или нет. Но как бы, мне кажется, еще тут просто дело в дружбе с блогерами. Они не хотели просто, чтобы я рос, потому что я ни с какими маркетинговыми агентствами не дружу. Если вы заметите, у меня там никаких нету моя партнерка, еще чего-то. Нет у меня партнерки и не будет. Не и так норм. Вон нас сколько? Вон 400 человек. 436 подписчиков, мне хватает. Можете им передать. Так, сарказм, я надеюсь, засчитан. Будет ли обзор на Find X7? 7 купил, 7 Ультра купил. Когда придет, тогда я буду рассказывать. И это тоже хорошо. Смотрите, FPS уже проседает. И да, это видите даже на YouTube, кстати. И вы сейчас на YouTube видите две картинки. Картинка номер раз. Как у меня все не лагает а-ля. Кстати, вот так можно вблизи, видите? Вообще норм. Если будет лагать, я вам покажу. Вообще норм. То есть фокусировка, если вблизи, на яркость. Как мне выставить, интересно, яркость? Звук ушел. Ну, звук ушел на Твиче. На YouTube звук не ушел. Поэтому все возвращаемся на YouTube, прожимаем лайк данному стриму. На Honor нет, не будет, потому что я его потом не продам. Давайте будем честны. Я все-таки не настолько богат, чтобы покупать смартфоны Honor. Иногда Honor 90 я там купил по какой-то лютейшей скидке. Мне его все равно пришлось дешевле продать, по-моему, на 1007.
Ну для чего? Чтобы хапануть хейта, так же, как я с получается, с чем? С чем? С инфиниксами цепанул. Я подумаю. GT, он, по-моему, не новый. Ты своей работой, ну не перестань, дневник, что там, из-за того, что у меня 400 человек подписчиков, я кого-то там куда-то перевел. Нет, просто магазинам стало сложнее продавать, потому что когда люди один раз нагреваются с каким-то шлаком, второй раз они начинают смотреть много обзоров. И я очень рад, то, что они смотрят много обзоров и могут оценить, где им какую информацию дают. Я говорю, ну посмотрела там на Infinix, не, 10 тысяч человек обзор. 1000 человек из них купил. Но там же 20 честно написало, что это полный шлак, скупка не забирает, говорят, ну выбрасывай. Смарты лагают, разряжаются, ну абсолютно нормально не работают. Что звук? Звук у меня на YouTube стрим идет. Добавляйтесь на YouTube. Напишите, пожалуйста, там в Твиче, чтобы дайте ссылку на YouTube. Люди не знают просто. Ультра 90, чего? Все по максимуму. 90 FPS, ультра и все дела. Все по беспределу. Так. А я секундомер не включил. 95% секундомер врубаем. Кстати, может быть, если приблизить, сейчас я еще раз попробую. Секундомер в онлайне. Секундомер включен и 95%. Все. Вот ссылка. Пам-пам. 5 секунд. Какой у меня роф или... Я не знаю, какой у меня клиент. Ты про что? Давайте-ка я попробую, вот если еще ниже опустить камеру. Сейчас я 5 секунд, пока меня все равно не убили. Если что, вначале убьют, так передропнусь, правильно? Так, и... Угу. И еще не убили. Все для контента. Ну и все для опыта. Потому что все равно, если нам делать стримы, надо с этим делом осваиваться, правильно? Так, ну вот, уже лучше, да? Чуть-чуть фокусное расстояние поменяли. И даже что-то видно при игрухе, да? Во. Все, кто-то куда-то бежит. Мне, правда, не видно ничего в игре, ну ладно. Все для контента. Так. Так, тихо. Ну, это бот, и это хорошо. Был бы не бот, мне бы был... Мне бы было все. Мне бы был конец. Так. Вот так, наверное, лучше, да? Потому что у меня сейчас лицо вниз. Проба, все. Вот смотрите, уже 90 FPS. Ушло уже 60 FPS. Можно при вашем желании, мы можем поменять потом разрешение. Но я не думаю, что это будет хорошая идея. Почему? Потому что нам надо хотя бы 30 минут обкатать, чтобы мы понимали. Опа. Тихо. Аж 2. Так. Опа. Хорош. Ну ладно. Я был близок. Вот, вообще норм, видите, да? Ну-ка. Мне кажется, вообще нормальная картинка. Нет? Не очень. Ну ладно. Все равно лучше, чем было. Где я там дропнулся? Зачем менять разрешение? Вроде все в одинаковых условиях. Так я ничего не менял пока. Я имею в виду, что если мы 30 минут отгоняем, уже будет видно и понятно, что с ним что-то не так, то вполне возможно можно сделать по-другому, правильно? Если у кого-то есть опыт настройки стримов на YouTube, напишите мне, я вам даже деньги переведу, чтобы... Так, стоп. Может быть, я как-то получше это все сделал.
О, папа! Очень неразумно с моей стороны. А, ну ладно, давай, 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 все. Забирай в команду. Серьезно? Не забрали меня в команду, ну и ладно. Вот даже на Твиче меня кто-то начинает отслеживать, даже с молчанием. Молчаливый Твич. Я про Neo 9 думал. Так, так, так. Arena of Valor, да. Азиатский, тайский клиент. Стандартный. Стандартный тайский клиент. Ну, ров можно тоже погонять. Не забываем подписываться. Подпишемся в большом количестве, и я буду делать здесь прожарки часто. И вот все у вас вот маленькие, большие вопросы, буду на них отвечать. Не подписывайтесь, такого не будет. Так, я не вижу смысла, да, ярко, ярко, сильно. Но мы, кстати, можем через сколько мы можем? Не, я думаю, еще минут 10 хотя бы погоняем, чтобы через 15 минут яркость проверить. Если слишком громко будет, напишите мне, потому что без звука играть тоже не камильфо вообще. Хочу отметить, Twitch не вылетел. Twitch никуда не делся. Вот очки меня уже достали. Что, в принципе, все равно мне не бьет в глаза никакое солнце. Стоит ли брать Oppo Find X6 или дождаться Find X7? Можно потом еще подождать Find X8, X9, X10, потом X11. В плане дождаться X7 уже продается. Вот, я его уже купил. Он у меня уже в пути. Насколько это разумная покупка, пока не знаю. Я не знаю, как в России поставить тайский клиент. По-любому можно через VPN. Вот, по-любому. Тем более... Нет, корпус вообще не горячий. Корпус... Либо я уже привык. 35, 36, 35. А вот лицо... Лицо еще тоже. Все норм. Надо, кстати, с тепловизором притащить. У меня же есть с тепловизором тоже. И 7-6. Всем огромное спасибо, что смотрите. Мне кажется, вот это вот прям вообще, прям цвет. Прям цвет. Спасибо большое, Universal, что ты продублировал на ТГ. Надо, кстати, там закрепить, что у нас стрим идет. А, у меня не закреплено, кстати. Или закреплено? Нет, не закреплено. Очень странные дела. А, нет, закреплен. Еще раз закреплю. Всем привет, Павел, приветики. Приветики, пистолетики, как у меня один знакомый говорил, да? Всем огромное спасибо, что пришли. Вот такой я сделал альтернативно стримный канал. Здесь я буду и за жизнь с вами разговаривать, и, не знаю, похожу по улицам с телефоном, когда здесь запретят определенные растения, потому что вроде бы здесь запретят. Может быть, расскажу про то, как дружить более-менее с финансами, экономить на каких-то вещах. Но вообще очень все просто. Машину не покупайте, и все. Как мне некоторые администраторы писали, ну такие, да, ну приходится вместо квартир машины покупать. У меня были такие друзья, когда квартиры, извините за мой французский, стоили по там 16 миллионов супер-мега бизнес, а они покупали машины по 16 миллионов. И потом разбивали их. И потом платили за них ипотеки, потому что это объем не кредитный, это ипотечный объем по стоимости. Вот. Хочешь быть... Или хочешь быть богатым, наверное, надо продавать машины, потому что там такая маржа вообще. Мне кажется, только ленивый не рассказывает про то, как сделал деньги на машине. Так, на продаже машин. Сколько этих 500 тысяч каналов вообще, посвященных этому делу. Притом все эффективные. Такое ощущение, что вся страна покупает и продает машины. И это хорошо. Так, ну и что у меня тут? О! Где-то типок. Обычно это боты. Но если это не бот, мне хана, конечно.
Опа. Что, смогу его? Нет. Наверное, не бот был. Еще и 416 у него была, смотрите-ка. Вообще упакованный тип был. Тип был очень упакованный. Вот этими никогда не пользовался, кстати, гранатами подствольными. Как у кого дела? Кукуруку. А посом ты в своих бизнес-делах просто повязла. Огромное спасибо, что дошла. Миллион лет тебя не видел и не слышал. Ты достроила дом в итоге? Только не говори мне, что я не читаю. Я все читаю. Я просто не понимаю, как бы процесс, прогресс, итог. И лучше не спрашивать или можно тебя спрашивать? Так. Айку заказал себе недавно. Айку вообще топчик. Всегда и везде. Вечная слава Айку. Так, ну что здесь? О, только хотел сказать SLR топ. СКС топ, но попался SLR. Притом еще и иксы есть. Все, мне надо прятаться теперь. Прятаться и надеяться, что эту катку я хотя бы отбегаю. Но FPS, сами видите, не камильфо вообще никак. Хотя по тачу, ну, пока вопросов нету. У меня сначала было ощущение, что есть вопросы к тачу. Но сейчас есть ощущение, что их нету. И еще и по центру получается, видите? Так, здесь мы залутали все. Или подождите. Очень некомфортно, конечно, ощущать, что у тебя еще и такая камера. Надо адаптироваться. Стримы вообще, мне кажется, как таковые ушли в никуда. То есть сейчас потребность у людей в шортсах. Neo 8 норм. Вообще айкушки все норм. Все огонь, все цвет, блеск, красота. Вот. Но мне кажется, что это лучшее место и способ для того, чтобы общаться. Потому что на основном канале, я говорю, я реально боюсь, что у меня собьется SEO, у меня там и так не миллионы просмотров. Но больше 300 сотен обзоров имеют больше 100 тысяч просмотров. А миллионных обзоров у меня всего 3. Но у меня ничего не было. Знаете, как у некоторых блогеров, вот я все время со своими знакомыми, у которых много каналов, общаюсь, и у них стабильно что-то залетает, там, 800 тысяч просмотров на какую-то лабутень, там, какой-то проектор дешманский, еще что-то. И говорю, да как так? У меня 6 лет YouTube, я вот, не знаю, каждый день выкладываю обзор, иногда несколько. И у меня ни разу ничего не залетало. Ни разу. И вот эти вот все темы, когда там народ рассказывает, что брать пулемет или оставить... Не, возьму. Я не могу не взять пулемет. Простите меня. Пулемету наше все. Это не нытье. Это просто вот если вы видите или там интересуетесь ютубом, и вас кто-то будет чему-то обучать, помните мои слова. Вот я яркий пример человека, который просто чертову тучу лет делает обзоры, и ничего у него не залетало. Ничего. Вообще. Дмитрий Гордиенко, привет. Архитектор, ты, настроение, муд у тебя норм? Oppo Find X6 Pro. И поиграть, и вообще это просто выше головы, и поиграть, и все остальное. Я, кстати, последнее время все-таки советую, смешно сказать, покупать женскому полу, которому нужны красивые фотографии, не айфоны. Потому что либо они используют фильтры, запрещенные сети для красивых фотографий, либо красивых фотографий лучше всего на какие-нибудь Vivo делать. Из-за того, что у них разрешение хуже у Vivo, фотографии получаются лучше. Такой оксюморон. Так, и... Так, не слишком ли убого получается, что я лицом вниз? Да и ладно. А кто как играет, кстати? Кто-то как-то играет особо эпично? Опа. Это я упал так? Или меня так зацепили? С тачем проблем нет пока. Так, здесь я уже пылесосил все. Что, еще продолжать пылесосить? Нет?
Плохо, что я палец не держу, конечно, на курке. Да, почему не пропылесосить мой же кусок? Здесь никого нет вроде пока. Еще и по центру нахожусь. Мне кажется, здесь максимум боты могут появиться. Потому что остальные эпичные типы побежали по-любому по границе бегать. О, не шутя. Еще и 2. Ну давайте. Ваши ставки, господа. И там я вижу зарубу уже. Притом наверху где-то. Опа. Нет. Не уверен, что это разумно. Мне вот так бежать. Учитывая, что там была стрельба. Но можно подъехать, правильно? Можно подъехать, спрыгнуть. Ага. Пулемет. Прям мечта. То есть кто-то залутался, но не по полной. Очень странно, что меня еще не сняли. Значит, он не ждал. Либо лутается рядом. Опа. Блин. Ну и ладно. Но это было обидно. Это было обидно, потому что я понял, где он меня валит. Ладно. Так. Зона там. Он мне даст выпрыгнуть в районе не зоны? В балде. Если он даст выпрыгнуть в балде, то я... Есть. Вот здесь. Так, и я понял, X6 Pro стоит брать. Стоит, но фронталка у него не супер-мега космос. Сразу предупреждаю. То есть оценивайте сами. Так, а я здесь не лутался, по-моему. Здесь, наверное, лутался не я. Или здесь вообще никто не лутался, смотрите-ка. Нет, лутались. О, притом здесь отсюда уже кто-то ушел. Можно, как говорится, не лутаться, можно просто подойти. АК. И все. Так. А где мой... Где меня убили, я не помню. Ну и ладно. Что, иксов нету? Нету. Ну и ладно, тоже. В ближний бой, значит, максимум, что я могу вывести. Так. Вот где-то там было. Вот они. Еще и свежаки там лежат. Опа! Так, ну... Примешь? Наемник, хорошо. 3, 2, 1, 0. Вот здесь меня сняли. Так. Не успею. Или успею? Не успел. Ха! Но было близко, ладно. Я, во всяком случае, попытался. Дальше
Да, ставим лайки, подписываемся на канал. Количество убитых и количество живых. Пам-пам. Ну ладно. Мне кажется, не особо важно. Не претендую на какие-то игровые регалии. Но мне кажется, для того, чтобы выживать, я не особо разумно играю. Ну и ладно. Нас же главное протестировать. 19 минут мы гоняем. Давайте, ну сейчас будет поиск, получается. Без поиска. Он пока остыть не успел. 970. Либо он моментально восстанавливает, либо пока он ничего не сбросил. Вообще. Пока он ничего не сбросил. И это хорошо. Правда? Дайте меч, а то неуютно. А что не так? А что не так? Давай я сейчас добавлю тебя в администратора. Ты сейчас опять мне всех порежешь, да? У меня еще канал не успел набраться. Я шучу. Опоссум. Так, настройки. Настройки канала. Основные. Я не знаю, где тут. Я уже забыл. Вот здесь, по-моему, в настройках. Разрешение сообщества. Модераторы. Угу. Модераторы. Сейчас, подожди. Опоссум. У тебя какой-нибудь попроще. Вот. Опоссум. Проверь, пожалуйста, я сейчас тебя сделаю модератором. Ты модератор или нет? Не найдено пользователей. Ну-ка. Нет, не найдено. Ты не подписалась. Опоссум, ты не подписан. Выговор тебе. Либо у меня как-то не понимает он твой... это Телеграм, подожди. Это Телеграм, а не Телеграм. Тут через точку у тебя, что ли? Пробую. Проверь, там модератор или нет. Ты первый администратор этого канала. Да, ты модератор. Фед, все норм. Здрасте. Не бань, пожалуйста, никого пока. Пока не бань. По возможности. Сейчас из 40 человек сами уйдут, человек 20. Давайте, прожимаем лайки. Все, кто пришли. Если хотите, чтобы так новинки гонялись максимально топорно. Vivo X100 Pro. Фронталки, понимаете, фронталки. Разрешение у фронталки это такое себе. Опоссум, я тебя повторяю миллиард раз, я безумно рад тебя видеть. Я рад, что у тебя все хорошо. Да, все, кто пришли, уже прожали давно. Ну, кто-то будет смотреть в записи, Фед. Я понимаю, что люди, которые меня смотрят, им кажется, что у меня было в онлайне, допустим, сколько? 1200 человек. Это очень много, огромное спасибо всем, кто заходил на Xiaomi 13. Посмотрите, сколько стрим набрал просмотров. Вот. Меня можно банить, я лайкнул. Герго Когс СПБ. Не. Стримы это такая штука, здесь вот просто встречаемся, как плохое слово в курилке, но по факту как в курилке. Вот. И общаемся. Были, помним. Все свои. Ну и опять же, кому-то может быть интересно будет. Я говорю, я в первую очередь повторяюсь, что основная идея это каким-то образом
сгрузить вот это вот действо, когда мне... В основном дети, наверное, все-таки пишут, что вот, ты специально хейтишь. Ну, я ж потом топы делаю. Я говорю, ладно бы я не делал бы топы и был бы вот таким просто чуваком, который накидывает на вентилятор, а больше ничего не делает. Я говорю от себя, что лучше и за какие деньги лучше приобрести потом. Потом, когда мы все это дело прогоняем и уже понимаем, в какой ценник это все будет торговаться. Так, вот так. Там уже зарубы, которые мне не особо интересны. Мне нужны иксы. С такой штуковиной мне нужны иксы. Хоть один. И тогда можно, как говорят, крысить слегка. Двоечка, хорошо. Даже автоматическая мне не нужна модная пушка. Мне нужны иксы. Потому что иначе долго я не проживу на этой карте. Там, наверное, не знаю, уже СКС, и там уже все собрали. Все, что можно, они собрали. Нет иксов, ладно. Будем так. Будем так обходить. Я не пойду туда. Опа. Чувак, если ты не бот, то очень неразумно было. Очень странно тоже. Упакован прям нестандартно. Там какой-нибудь типичный с СКСом уже бежит. На перерез. Влад Якинин, кого я игнорю? А подожди, я сейчас отключусь. В плане интересных сообщений буду видеть все. Игноришь, что ли? Вот и первый клиент, да? Мы вас не ждали. Вы сами пришли. А может быть, это тот, который лутался, кстати? Троечка. И банить как-то не камильфо. Даже 1000 подписчиков еще нет, да? Вот она, житейская ситуация, стандартная. Так, понеслась. Использовать настройки. Дальше не надо. Ну и все. Так, там, по-моему, внизу магазин. Вот уже есть. Ладно, вблизи уже можно поговорить с кем-то о чем-то. Если среагирую первым. Ну вот смотрите, первично мне казалось тач с претензиями у меня был. Вот сейчас нету. У меня претензий к тачу вообще никакого. Никаких. Ну, у меня и Twitch еще идет. То есть мы все равно гоняем штатно, чтобы не было потом вопросов и претензий, что какого лешего ты все с нагрузкой гоняешь, а это нет. Но пока смарт справляется, что несказанно меня радует, как и вас, я думаю. Так, куда мы бежим? Куда мы бежим, чего мы хотим? Так, здесь мы полутались. Бежим вот сюда, следующее. За лут. Мне не нравятся вот эти вот желтые штуки. Но вообще хочу отметить, что стримлю я не напрямую на YouTube, а стримлю я на Twitch. У меня идет захват окна, и это прям очень неплохо для смарта так отрабатывать. Что это дает? Вот эта вот желтая штука. Или это я поставил? Ладно. Во.
Вот это да. Угу. Ну что, пулеметы не берем. Пулеметов целый дом. Пулеметы не берем. Так, использовать. Использовать, ладно. Раз. ДР арбалет. Окей. Сколько может есть. Ладно. Пока так. 4 иксы есть. Будем надеяться на мою реакцию, да? «416» же лучше, чем пулемет. Правильно? Когда она с обвесом полным. И точнее. Так, стоп. Сейчас с YouTube сливки получается снимать. Не понял. Сформулируй. Саня, что Влад? Zero 55G обозревал, что там по камерам. На руках буду обозревать, может быть, также и погоняю, кстати. Но вообще нет у меня желания так гонять. Но можно и погонять. Напишите потом в комментах, если кто-то будет смотреть в записи. Интересно ли вам, чтобы я это дело погонял. Zero. Сейчас я тебе покажу его. Где он у меня? А, он у меня заряжается 5 секунд. Вот он. Кстати, можно его пока поставить. А я вроде бы уже делал тротлинг тест ему. А, все правильно. Он у меня не зарядился. 3%. Ну что, меня не вынесли? Со стрима не особо этично, конечно, отбегать, но у нас есть запас. Я, кстати, несколько ковриков заказал, если стримить буду, чтобы не так позорно все было. Хотя это икеевский нормальный достаточно коврик, но как раз сегодня на него ушел кофе. Пока нет претензий, даже учитывая, что экран плоский. Не плоский, точнее, а такой а-ля водопадик. Вот так обломно, ты бегаешь, лутаешься, а потом даже не видя, у тебя кто-то хлоп, и все. Так. В этом и смысл игры, да? Что все думают, что они эпичны, а потом приходит маленький, простой момент, когда кто-то им напоминает, что это не так. Почему-то на Твиче звук не работает, это не ко мне, это к смартфону, который вы сейчас видите. Не вывозят они в последнее время. Зато это смотивировало меня как раз стримы проводить вот так. Так, X3. Ну и ладно. Бросьте. Вот патронов мне надо набрать, кстати. Что-то побегал, в итоге патронов не взял. Это очень плохо. Опа. Интересно, а чего я так набрал много, что мне патронов не взять? Все. 134 уже хватит. Вряд ли я 3 рожка куда-то истрачу. С рекламы на YouTube капает, только не вывожу, не беспокойся. Вот. А здесь реклама не подключена. Не вывожу я уже 1,5 года. И я не знаю тех блогеров больших, кто бы выводил. Опять же, это не окупает вообще никак. Попробуйте. Я сейчас вам спойлерну, если я не ошибаюсь, у розетки деньги кончились. Но как-то у них очень долго нету обзоров. Либо у них что-то случилось, тьфу-тьфу-тьфу, либо какая-то лабутень. Ну-ка, маркер отключить. Давайте на централ.
YouTube это очень дорогое удовольствие. Если ты делаешь обзоры техники. Если у тебя есть магазин, то это не, ну как бы, а как понять недорогой? Это все равно дорогое. Ты содержишь магазин, ты его там разгоняешь. Сколько этих есть телег? Магазинов? Много. Как ты держишься? Хорошо. У меня всегда все хорошо. Я повторяю, залог моего успеха, что у меня ничего нет. Просто ничего. Вот. У меня есть YouTube, у меня есть деньги оборотные на смартфоны. И очень подло говоря, я покупаю некоторые смарты. В итоге, очень странно, дешевле, чем я продаю. То есть на некоторых смартах я правда зарабатываю. Ну и как бы ладно. Но я говорю, я не продаю подписчикам ничего, поэтому мне все равно, как кто это будет оценивать. Я не барыжу этим, но когда я ною, что я на чем-то проигрываю, вот, наверное, поэтому я и ною на третий эшелон, что, ну, допустим, GT10 Pro для меня это минимум минус 8000, и то если купят. То есть пока я сказал, меня перекуп купят. А я к нему приехал, он такой, блин, я вот подумаю, потому что реально с ними очуменные проблемы. Вот. И у меня завис GT10 Pro. И сейчас еще зависнет, наверное, Zero 30. Вот. Так что я перевыделывался. Ну, продам, но говорю, это минус конкретно. Я считаю, там 10 трубок у меня в обзорах в месяц. Там на 2 я делаю плюс, 8 в минус чаще. Опа. Ну перестаньте по мне стрелять, я так хочу спрятаться где-нибудь. Ой-ё, ой-ё. Тут прям был... полнейший разнос. Но большинство будет в зданиях стараться пытаться ныкаться. Опа, там какие-то зарубы. Я предпочитаю в эти дела не ввязываться, потому что стопудово у человека будет лучшая реакция, чем у меня. И опыт больше. Опа. Опа. Ах, я ж почти был молодец. Ну, а что это значит? Что это был значок? Ну ладно. Вот такие подлецы. Ну почему без просадок? Просадки FPS были, не надо тут. Вы, наверное, какой-то не тот стрим смотрите. Стрим сейчас идет на YouTube не с смартфона. Стрим на YouTube идет с компьютера. А вот на Твиче стрим идет со смартфона. И просадки FPS на Твиче были. Притом довольно приличные. Но я надеюсь, все, кто смотрит обзор, посмотрят, точнее, смотрит прожарку, посмотрит обзор потом. А то я сейчас все расскажу, и потом у меня будет 2 человека смотреть. Так, Саня, тролль. Почему тролль? Розетку тоже смотрю. Влад, я аж говорю про то, что если вы погуглите, когда у розетки был последний обзор. Я спокойно вспоминаю любого миллионного блогера. Тем более они все, вот Big Geek, Розетка и Дроидер, они Вилсе принадлежат. Ой. Ну, я так думаю, не факт, конечно же. Конечно же, не факт. И товары у них одинаковые. И это тоже, конечно, домыслы. И все Big Geek рекламируют. Это тоже домыслы. 2 недели назад был обзор. Может, они, правда, раз в неделю будут выгружать. Я сейчас смотрю, 3 недели назад 2 обзора, 4 недели назад 1. Но очень подозрительно, что целых 2 недели нет ничего. 2 недели нет ничего. У них скоро, если они так еще пару недель пробудут, то у них будет меньше просмотров, чем у меня на канале. Напоминаю, что у меня на канале в основном 3 миллиона. Саня, чем ты там питаешься? Ну, посмотрите в роликах на смарты. О чем я... А вообще, банпай, подтай. Я ем все. То есть, если я сейчас покажу холодильник, будет плохо. Вот смотрите, FPS. Кто там сказал без просадки FPS? 67, 60, 59, 61. Где там без просадки? Где кто говорил без просадки FPS? Там же видно в правом нижнем углу.
Очень странные дела. Надо как-то здесь настроить еще один штатив, наверное, поставить. Это далеко сильно. Нормальная картинка. Всех все устраивает пока. Может, у розетки отпуск? Может, но они не предупредили. Вы не совсем понимаете, как это работает. То есть есть вероятность того, что ты... Понятно, что они докупают просмотры. То есть это типы, которые берут обзор, у них там интеграция или реклама, они говорят, что у меня будет столько-то просмотров в течение месяца, и что надо, они докупают и комментарии, и просмотры. Но чтобы быть в рекомендациях YouTube, хоть каких-то, чтобы тебе рекомендовали ролики, очень опасно выгружаться реже, чем раз в неделю. Вот. То есть раз в неделю надо выгружать. Пельмени есть, я не ем пельмени. Пельмени ем только эти, которые в микроволновке. Я говорю, если этот канал зайдет, я поделаю всяких там влогов. Вот просто там влог по магазинам, что я ем. Но я не хочу просто только этим заниматься, потому что... Ну, я не хочу заниматься только влогами. То есть я хочу техникой заниматься, но канал вот этот для души я прям сделал. И мне радостно, что мы с вами сидим, общаемся, а не как на Твиче через 5 минут отвалилось, и я говорю всем, приходите на Твич, спрашивайте вопросы. А как там поспрашиваешь, когда я 8 минут вещаю про девайс, или 5 минут, а потом вы ничего не сможете спросить, потому что не сможете. Только пришел, рад, что на YouTube теперь заметил, что просадка начинается, когда ты не двигаешься, а именно когда тачскрин трогаешь. Ну, нет, вот сейчас 89 FPS он показывает. 87, 89, ну давай я отпущу. 89. Нет, вроде пока все норм. Это запретный прием. Александр, чтобы вы выбрали за 65 тысяч. Я не знаю пока. Ну, то есть я не прогнал все. Нельзя так говорить, чтобы я выбрал. Чтобы я для себя выбрал, я бы выбрал iPhone 15, потому что на него мне снимать обзоры. Он как раз 65 сейчас. Сейчас же скидки в Китае на них. У них все плохо, наверное. Вот. И 5 секунд. Если из андроидов бы что я выбрал, я бы пытался 65 выцепить S23 Ultra. Мне кажется, такая возможность будет, учитывая, что еще и курс окреп в последнее время. Вот. Смотря для чего, опять же. Если вам не нравятся лопаты, попробовал бы S20, Xiaomi 13 глобалку найти в эти деньги. Но это сложно. Нет, это, кстати, не очень сложно. Так, тихо. Хорошо, когда у тебя есть бот. Всегда рядом. Ну, как он меня не снял, конечно, с пулемета. Либо у него какой-нибудь Infinix, как вариант, кстати. Я над человеком издеваюсь, да? У него Infinix, а я... О, бот. Попробуй на Infinix поиграй. Вообще упакованный такой был уже. Но здесь и локация такая противная. Это вроде бы здесь мало кто дропается. Но могут дропнуться очень неприятные типы. Вот деньги собираю, а по-моему ни разу за период стримов ничего не заказывал. Так. Через вертолетик. Ох. Ну все, жизнь началась новыми красками. Полная упаковка всего. Еще пулемет бы найти. Я думаю, здесь много чего найду, кстати. Такая локация большая. А посум, что ты там мечом опять показываешь? Ты мне мечом, ты меня решила забанить. За 65 много чего можно купить. Много чего. Так. Что сейчас у нас за 65? Если по видеосъемке, я бы Vivo X100 Pro взял бы. Кстати. Очень крутая камера. Основной модуль. Фронталка нет. Так. Стоп. Угу. Меня бесит карта. Еще один бот. Да. А боты сразу себя убивают или нет?
Понаблюдаю во время зарубы и после катки, когда ты будешь в статистике находиться. А что мне там в статистике находиться? Я не претендую, что я нормально играю. Повторяю вам, я единственное не сижу нигде в углах, потому что динамический должен быть обзор хоть какой-то. Но у меня я не обучаемый. Вот в плане игры вот пару ботов я могу вынести за игру и все. При том, что я пытался, кстати, я помню, стримить даже Геншин. У меня только подвисает на секунду, или у всех. У меня ничего не подвисает. YouTube или Twitch? Вопрос дня. Видите FPS, как проседает красненький периодически? Но мне кажется, да, это какие-то мелочи, потому что он в каких-то моментах подлагивает чуть-чуть, потом все норм. Да, вот сейчас был лаг, вообще конкретный. Прям просто дроп. Но это сколько мы уже играем? Минут 30, сейчас посмотрю. Притом нет ощущения, что яркость он сбросил. Наверное, где-нибудь надо прилечь и проверить яркость. Сюда еще кто-нибудь прибежит по-любому. Так, что у нас? X3, X4, гадюка, что-то стёб какой-то и бинты. Так. Пока ничего. Я, кстати, последнее время дронов что-то давно не видел, не набирал. Так, использовать. У меня тоже подвисло. Но это не только у тебя подвисло, это он подвис сам по себе. Лаг был, я тоже видел. Так, и еще дракс. И в зону. Енот. Что енот? Не забываем подписаться на канал с колоколом. Напоминаю, основной канал Пользы.нет, где и будет обзор на это дело. Так. Вот вы мне про Мак написали, я захотел в Макдональдс. Ну что такое, а? Так люди не делают. Так, стоп. Это там дропы, да? Дропы. Погнала я к дропам. Живем один раз, как говорится. И уже если в игрушках не рисковать, то где рисковать? Да? Ну, напоминаю, что... кто-то по мне лупит. Вообще пусть облупятся. Я без третьей брони ни с кем разговаривать не намерен. Тем более у меня уже левел такой, что, мне кажется, меня нормальные типы выносят. А не какие-то ламы непальские. Хотя, может, я и не прав. Вне зоны. Вообще жир. Стой! Вот это было очень опрометчиво с моей стороны. Если я сейчас умру, это будет эпичный фейл. Не умер пока. Вылететь на машине, конечно, это было просто максимальная тупость. Ну ладно. ВМ-ку можно взять.
Что, больше патронов нет, что ли? Вот. Все. Теперь еще попытаться забежать в зону отсюда. Из Китая просто. О, машинка. Так, 69, 67, 63. Ну, ваши ставки успею, нет? Еще 19 живых, еще столько живых, просто космос. Ну, все, уже не успел. 39, 35. Может, и успею. 27. Достаточно одного типа залетного, и меня не останется. Все. Да, у меня на дворе сейчас 20:17. Я опять буду в 4 часа утра есть. И в 5 ложиться спать и думать, все, я больше не буду. У меня сегодня так голова болела, просто лютейшая. Я вчера опять в 5 лег из-за этого Zero. Но вообще, говорю, кажется, что смартфон вроде ты гоняешь 15 секунд, а по факту, вот, допустим, просто вот мы даже играем, сколько уже прошло времени. Это еще до этого его гонял. Еще мне надо распак сделать, шортс. Надо еще много всего сделать. Потом еще, может быть, обзор одним кадром замутим. Да? Так, что я здесь хочу? Я хочу здесь где-нибудь лечь в травку-муравку и все. А почему 2 патрона? Интересно. 5, все. Вообще не понял этой идеи, почему он взял 2 патрона. 27 секунд и О. Там был дроп. Ну, нет, он в космос как далеко. Ага, там мотоцикл у нас. Это очень интересно. Что там делает мотоцикл на горке? Кстати, а вот там можно сесть как-то наверху или нет? Asus ROG Phone 6 или 7? Лучше 7. Можно и 8. Гений не... Смешно, Александр Малышев. У меня нет ложных иллюзий по поводу моего интеллекта. Но я трудолюбивый. И я считаю, что у меня хорошая аналитика по ценам. Вот. Вообще в технике все довольно, мне кажется, долго и просто. То есть ты просто не врешь, и все. Хотя, опять же, ошибаться, даже делать даже не в ошибке, я говорю, очень часто... Вот сейчас, кстати, написали про ROG Phone. Так Asus Zenfone 9 же будет скоро. Ой, 8, он будет как раз 65, нет? Сориентируйте меня. Может, стрим одним кадром теперь? Не, это другое. Нужно же камеру проверять не на стриме. Смотрите как, 12 живых. Я в десятку, по-моему, давно не входил. На этом стриме точно не входил. Горячо. Давайте без оправданий, но горячо. Смотрите. Даже мне уже стало горячо. 37,8. Почему горячо-то? Просто, наверное, 38,9. 34. Нет, 37,8. 37,8. Все равно как-то жарко. Да, я скидывал, но это предпродажа. Мне кажется, может, он будет дешевле. Я очень на это надеюсь. Я пока его еще не выкупил. Сейчас проверим. FPS вот. 56, 58. То есть вот сейчас сбрасывает. 60. Вы видите в правом нижнем углу. 64, 57. Я не трогаю тач. Я говорю, ощущение, что он нагрелся.
О. Не забываем подписываться, кто аж ты смотрел до этого момента, хотя, скорее всего, вы подписаны на ТГ скидок, ТГ взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Опа. Вот там вот интересно, где заруб. Опа. И он исчез, конечно же. Почему я не могу попасть? Опа. Типок едет. Да, это моя реакция. Это дело не в нем. О, решил поближе. Какой же я косой-то, а? Там вот еще слева точило. Так обидно, он отбежал, получается. Что, я кого-то хоть попал по кому-то, нет? Ну ладно, я попытался. Это моя лучшая катка, я третий. Линкольн, когда будет обзор на ZV 8? Вы услышали, что я его еще не купил? Так, быстро, пока у нас не слетело. Напоминаю, что разрешение здесь максимальное, яркость максимальная и 690 люксов. Вот, сейчас он начал восстанавливать. 700. Да, яркость он сбросил. А сколько мы уже играем, кстати? Да, пошлите его со своим описанием. Модератора я добавил. Кто еще хочет модератором быть? Старожилы. 56 минут мы уже играем. То есть нам 3 минутки катка и все. Еще во что-нибудь играть будем? В ров, допустим, нет? Други, пишем. Побьем рекорды. И наконец-то получим 100 лайков на стриме. 1000 подписок не будет, конечно. О, 113 лайков у нас уже есть. Что еще мы получим? Нам надо 1000 подписчиков. У нас еще 400 нет. 450. Подписываемся. С окном и главной картинкой рассинхрон 3 секунды. Хорошо. Окей. Universal модераторы. Сейчас 5 секунд. Без проблем. 5 секунд. Universal верит в меня, что я буду вести этот канал, да? Тогда я буду в себя тоже верить. Добавил. Так. И еще разок. Что у нас там сообщество? Да, Universal, ты готов. Я уйду скоро. Это очень большое горе. Гатита. Давай, ура. В Эрангел. А зачем в Эрангел? Почему не в Геншин? Dead by Light. Daylight. Ну ладно, третий это уже норм. 58 минут. Ну чё, все, вот вы про еду сказали, теперь я есть захотел. На стриме есть вообще неправильно. Не 40, и я об этом знаю. Вот. Пить еще можно, есть вообще неправильно. Очень плохой признак. Я все время удивляюсь, что, ну, понятно, что там миллионные популярные блогеры, они могут это делать. Это нехорошо. Я вам спойлерну сразу. Начинает. Что Universal должен начать?
Минута. Пельмешки. Смешно. По-злому. В Ньюстейте такая карта есть. Хорошо. Бесценная информация. Спасибо большое. То есть сбросил он за час на 700 люксов, считайте, 690 вообще норм. То есть он в принципе очень яркий. Это хороший результат. Напоминаю, что здесь максимальные настройки, мы еще его мучаем параллельно в Твиче. Но вопрос, сколько он съел, мне кажется, что аккумулятор у него просил прилично. Подписка, лайк в бан. Есть матч найден. Но мы через 30 секунд будем смотреть уже, насколько он хорош. 69. 69 было 95. 26% всего. 26% в час. Молодец. На FPS, видите, вот он. Не трогаю ничего. 60. Начал двигаться. 87. 88. То есть здесь есть просадки FPS, получается, в конце игры, где много людей. Вот. Окей. Так, я думаю, что нужно заканчивать это гиблое дело с PUBG New State. Но у нас есть еще ров. Давайте посмотрим, что он в рове сможет. Хотя, опять же, напоминаю, что я в игровых режимах. Сейчас он прогрузит. 31 FPS, почему 31? Ну и ладно. Ага, он еще не скачал ничего. Ну и ладно. Играть в ров. Ну давайте одну катку сделаю. Засеку 71, 69. Старт. Мне кажется, это никому не интересно. И примерно высчитаем. Какие еще вопросы? Катку надо. Ждем полный обзор. Я тоже жду. Мне сейчас расскажут, что я в какой-то супер простой игре играю, и поэтому я всех победил. 47 тысяч за Oppo Find X6, я не знаю, за X6 Pro было круто. Есть ли смысл iQOO Neo 9 Pro покупать? Вы понимаете, вот это вот формулировки, есть ли смысл? Я не скажу вам, есть вам... Может, вам вообще смысла нет никакой смартфон покупать. Зачем вам смартфон? Вы же чего-то сейчас пишете, правильно? То есть вот как я рассуждаю. Если вам интересны железки, то вы и без меня знаете. Интересно вам это или нет? Набиваем. Опыт набиваем. Счастливо, Влад. Спасибо, что зашел. Сейчас может легко подлететь этот типок какой-нибудь и забрать наш дэмэдж. Опа. Но здесь все просто, потому что, я говорю, у меня не рейтинговые, мне кажется, бои. Я не понимаю, как там ставят их рейтинговые. Но как-то можно.
Как-то можно. Новые ушки я давно купил, но они еще идут. Скоро увидите. О, зарубище. Заруб. Все. Теперь пора отбегать. Завтра будет стрим? Я не знаю. Я анонсирую. Мне кажется, что, наверное, надо послезавтра делать. Мне надо 1000 подписчиков здесь. Потому что пока 1000 нет, я не особо вижу смысл мучить особо сильно девайса. Вот. Посмотрим, как этот принесет. Если этот принесет подписчиков, еще один может быть. И все. И тогда можно уже будет как постоянную платформу делать. Потому что это тоже особого рода, ну, кажется, что я там настроил 5 секунд. Так, все, мне сейчас будет трындец. Но по факту это все тоже головняк. Любые стримы это головняк. Настройка, выход и подготовка, и сил забирается много. Но мне нравится вот сама идея, что ты прогоняешь смартфон, получается, в подобных условиях. Это прикольно. Все, мне хана. Нет, 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 есть. Все. О, базу разбили тут. Вот, и вот в этой штуке я тоже его тестировал, хотя она опять же подходит под все. Мне кажется, что вот это вот. Мне формат зашел. Ну, он у нас уже был, просто у меня не было постоянных смартфонов, и сейчас у меня, я понимаю, что их очень много, и почему так не... И в Твиче лажают. То есть, если бы они не лажали в Твиче, можно было бы на это дело забить. Но так как они в Твиче лажают, забить никак. Вот. И... Нет, ну это вообще неразумно. Сталкивался, Antutu не показывает рейтинг устройства. Может быть, откуда скачивали Antutu? С офф-сайта или нет? Ну, я думаю, да, эту катку мы закончим, и можно единственное в Геншине побегать, но как он погреется. Что, в Геншине побегать чуть-чуть? Как он будет греться или нет? Разница между Neo 9 и... Кто вам скажет, есть ли разница в 6000 рублей? Вы понимаете, что вы такую субъективщину спрашиваете? Меня это просто убивает. У вас все для того, чтобы решить для себя. Чертова туча обзоров на YouTube от меня там или от людей, которые красят. Скачивайте исходники и решайте для себя. То есть... Если вы об этом задумываетесь, значит она вам не нужна, эта камера. Или не знаю, для чего вам камера в Neo 9, который игровой? Вы спрашиваете, я про Neo 9 рассказывал, что существует просто бешеное количество смартфонов, которые будут лучше за эти деньги по камере. Вы меня сейчас спрашиваете у Neo 9 про камеру. Ну, где я и где мой обзор, да? Все. Победа. Намного лучше. А чем он лучше? Ну, я вот сегодня отвечал несколько раз. Можете считать, что это грубо, можете нет. Но реально тяжело в Google вбить. Чем они отличаются? На выходных должна подписок волна. Нет, да у меня сама концепция, Влади, не в том, чтобы была волна подписок. Я тебе говорю, ну вот что там было? 42 FPS. Что-то я ступил. Так, Twitch, окей. В том, чтобы в рекомендашках попадал мой стрим на YouTube. То
То есть он будет в рекомендашках только если будет 1000 подписчиков, чтобы я подключил монетизацию. Монетизация здесь будет, не знаю, $0,50, там, 20 центов максимум. А заруб напоминает оливьешку. Ну да. Вот. В принципе, 2 часа стрима мы отработали с вами. Смарт тоже отработал. Давайте чуть пробегусь. Какое-нибудь задание. Просто увидите, что Геншин работает. И все. Посмотрим, какой FPS у него. Мне тоже комфортно. Просто да, и нет, ежедневно я не могу по 2 часа сидеть на стриме. Вообще никак физически. Или в онлайне их тестировать, но это будет уже, как не знаю, показывать свою там житуху на 100%. Это не мой формат. Это вон на Твиче просто бешеное количество людей с утра включают Твич. Или там стрим на Ютьюбе. И живут на Ютьюбе. Я и так живу на Ютьюбе. Просто чуть по-другому. А пока вообще все очень достойно. Пока. Вот. Сейчас он прогрузит. Ну, как-то так себе прогружает. Ну-ка. Хороший охотник. Что я там должен сделать-то? Подождите. Прямо в сердце. Следить цель. Телепорт. Первое мнение пока норм. Тяжелый он и большой. Вот первое мнение. Пахнул этим какого-то лешего. Долго клеем, слишком долго. Хочу за эти деньги нормальную защиту от влаги, полноценную. Вот. Хочу нормальный ультраширик. Или камеру, хотя бы с фронталкой. Я не совсем понял вот эту фронталку с 4К 30 FPS, но без 1080p 60 FPS. То есть я пока это не уясняю. Вот. Как-то я далек от этого понимания. Хотя вполне возможно, опять же, я чего-то не понимаю. Где-то, с кем-то и как-то. Мы не дошли пока. Достойно, кроме блокировки. Блокировка это вообще дичь, и поэтому он так и стоит относительно дешево. Я говорю, ну и давайте откровенно, 20-го бенда нет, и даже если была агрегация частот у китайцев другая. Другая, 30. Наверное, и был смысл, что я сюда зайду. Прямо в сердце. Ну. Так. Я должен добежать до туда за 27 секунд. А зачем мне с ними биться? За каждого побежденного монстра... дополнительное время. Мне не надо этого времени. Ух ты, ёшки. Вот так вот я и сейчас эпично. Ждем. Есть. На месте. Поручение выполнено. Дальше 200 метров куда-то там. Голова сегодня весь день болит, потому что, говорю, в 5 утра ложиться несколько дней подряд, это, конечно, неразумно. Не в 40 лет. Надо быть умнее. Так, здесь... Ну, давайте еще это... Вот здесь легкий фриз был. Но вообще, напоминаю, что здесь я на рекомендованных настройках, они не серьезные. И я сейчас включу вам. Ну, можно включить сейчас 60 FPS у них. Что у нас там? 29 FPS. Все равно подлагивает чуть-чуть. Так. 40. Давайте настройки покажу. Опа. Ладно. Так, сначала этого типа.
Тихо. Да что ж такое-то? Same time. Ну вот так на 30 FPS он не тормозит. То есть был один подлаг, один раз он лагал, и все. Так, и что у нас еще один типок? А где он? Не вижу. А вон он. Вот здесь тоже подлагивало чуть-чуть. Но опять же, мы помним, что мы уже давно достаточно гоняем этот бедный смартфон. Включено все. Сейчас я включу. Сейчас я закончу. Разрушьте. Так, напоминайте мне настройки надо перезагружать эту штуковину или нет? На все, если ему будет трындец, он уже горячий. Средний высоко давайте. Просто даже можно на средние. На средние, но 60 FPS. Смотрите. 60. Все. Высокая. Если 45, все равно высокая. Ну давайте 60. Ну, посмотрим, насколько его хватит. Ну, конечно, ощущение классное, только вопрос, насколько этого дела хватит. Мне кажется, ненадолго. По одному. Так, и... О. F5 давно в продаже. Опять же, F5 давно в продаже, это раз. И два, если вы там сравниваете с другими смартфонами, то они чуть дешевле сейчас на распродаже. И говорить, что вот стоит их бежать покупать, F5, ну можно, но нужно помнить, что минус год поддержки, или сколько там он уже продается. Порекомендовать более современный аналог Стратоса. Любое из амосфитов современное. Ох, уже греется. Уже даже нечего было долго включать. Так, что у нас там? 400 метров. Бежать или телепортироваться? Телепортируйся. 12S, думаю, скоро. Я уже разбил, Дмитрий. Но опять же, на 60 FPS мне не кажется, что он долго протянет. Тем более, видите, он показывает 44, 47, 46. Ну вот она. Вот он и реальный FPS. Это я еще не бьюсь ни с кем. Это я еще ни с кем не бьюсь. Вот сейчас биться начал. Вот смотрите. 47 пока. Так, -1. Все, теперь этот стрелок.
теперь двух маленьких. И все, теперь основного. Через заморозку. Сейчас 5 секунд. У нас просто какой-то супер эпично долгий стрим. Но, может быть, полезно кому-то будет. Пока все норм. Если честно, вообще у меня была там, не знаю, безумная идея как-нибудь погонять в нули какой-то смарт, но у меня слишком голова болит, честно. Так, там вот какой-то тип стреляется. Вот его надо было, наверное, первого выносить, а я выносил непонятно кого. И там еще какой-то тип появился. А, 8 врагов. Не появляются, наверное. Какое-то выполнил поручение, ладно. Мяту забрал. О, типок летающий. Кого-то куда-то приведет нас. Теперь не вижу его. Вот плохо за ними бегать, когда ты не видишь, куда они летят. Ладно. Что с FPS-ом? Также 45 показывает. 1400. Так, 1400 я точно бежать не буду. Еще одно поручение. Ты вроде плюешься, а в удовольствие играешь. Да. Не, если бы я не хотел, я бы не играл. Вы, может быть, не совсем понимаете как бы политику. Мне в кайф, в первую очередь, даже то, что могу с вами поговорить. На максималках я на пока на максималках катаю. Пам-пам, хорошо. Обязательно. Слизь. А где еще один? Исследовать. Так, я так и не понял, куда я бегу. 90 метров. То есть, ну, на максималке он хорошо. Но мне кажется, ты не понимаешь, что у него... Ты на максималках с каким FPS играешь. И какая у тебя плотность пикселей. Ну, давай максимально. Максимальный, при том, что еще 60 FPS поставлю. Сейчас вообще кончится. Я бы на его месте точно кончился бы. Аппарат очуменный. Не просто достойный, а очуменный. Начать испытать. Что значит начать испытать? Ох ты, ёшки. Я как-то был морально не готов. Победить всех врагов за... Ну, это не проблема, мне кажется, будет сейчас. Учитывая, что у меня еще все возможные бонусы. Все. Вот когда все упакованы. Ничего. Так я ничего не получил за это? Ну ладно. Мокрый. В целом. Да, смарт мне нравится. Да. Да. И видите, поизвращался как. Ну, мне вообще еще и концепция, в принципе, удобнее, чем на Твиче, когда ты тебя никто не слышит. Вот. Когда тебя никто не слышит, то смысл на нем там извращаться, правильно? Здесь тоже какое-то испытание.
3. Еще один враг. Не успел. Нереально. Ладно. Сани не видно. Все окей. Это я отрубил Twitch. Чем мы хотим закончить? Во-первых, я вам выражаю огромную благодарность, что вы прошли этот путь со мной. Надеюсь, что вы подпишетесь на канал, потому что мне кажется, что довольно удобная для коннекта платформа. Вот. Экран компа остался. Ну и ладно. Меня зовут Саня, основной канал, напоминаю, Польза.нет, и там будет, разумеется, общий обзор. Всем огромное спасибо, что пришли. Оставляйте комментарии, чтобы вы еще хотели увидеть на обзоре, каким образом еще, что протестировать. Девайсу от меня пока да, но не для покупки, потому что с блокировкой непонятно. Добра и удачи вам, дорогие друзья.